Как же вы могли так поступить? Он ведь и ваш тоже, родной внук. Не понимаю, неужели ненависть ко мне переросла все, высушила ваше сердце, как пустыню? Маленький ребенок, чем он вам помешал, Маргарита Петровна? Хотите, я встану на колени? Вот, встал. Давайте ноги вам поцелую, хоть что сделаю. Только скажите, где он, умоляю вас. Говорил высокий, темноволосый мужчина по имени Михаил и рыдал. Еще каких-то 2 часа назад он был абсолютно счастлив и спокоен, а потом принесли записку. Приехала на встречу с человеком, которого не видел 20 лет, и еще столько же бы не видеть, если честно. Мать Марины, женщина, которая разрушила их жизни и делала все, чтобы разлучить. Выживи Марина, уехали бы подальше от ее мамаши, куда угодно, но не сложилось. А ведь он ее любил, так, что до сих пор ныло сердце, хотя столько лет прошло. Но гамма тех чувств, летящий вихрь черемухи, все краски того времени были с ним всегда. А главное — чувство вины. Не уедь он тогда, может, все было бы по-другому. Он даже не смог попрощаться со своим малышом, увидеть его хотя бы раз, чтобы сохранить в памяти дорогие черты. Ты погубил мою дочь. Не свяжись она с тобой, быдлом, была бы жива. Убирайся и не возвращайся больше никогда, презрительно сказала ему тогда Маргарита Петровна. Да я же не знал. Ей же рожать было по срокам через 2 недели еще. Я поехал, чтобы заработать на приданое маленькому, на жизнь нам, шептал он. Заработал? Голодранец, голодьба. Где были Маринкины глаза, когда она с тобой связалась? Вон, сын Максимова за ней ухаживал. Связалась под заборным. Иди отсюда. И женщина вытолкала его за дверь. Марина была ему не парой. Дочка мамы, заведующей универмагом, и папы начальника. Умница и красавица. Случайная встреча, но любовь не спрашивает порой ни чинов, ни кошельков. Она просто приходит. И несмотря на внешнюю хрупкость, Марина боролась со всеми, кто был против, и, улыбаясь, говорила, что потом они успокоятся и примут его. А как он радовался, когда узнал, что будет малыш. На руках Маринку носил. Имя вместе придумали. Александр, Сашенька. Теперь он знал, куда идти повидаться с Мариной, посмотреть на фото, посидеть в тишине. Но где лежит его малыш, не знал. Маргарита Петровна так и не сказала. Потом приходили сны. Часто видел Марину. Она все пыталась ему что-то сказать. Может, упрекнуть в том, что оставил ее одну? «Приснись мне тоже, сынок, приснись!» Просил он каждую ночь. Но не видел его. Никогда во сне. Однажды удалось поговорить с одной медсестрой через общих знакомых. «Красивый был ваш малыш. Сама удивляюсь, почему все пошло не так. Ой, у него пальчик был, как у вас. Маленький, ну, чуть кривенький. И родинка на нем, в форме звездочки. Я еще тогда обратила внимание», — говорила девушка. «Вы не могли бы еще что-то о нем рассказать? Хотя бы немножко?» — умолял он. «Больше не знаю ничего. К сожалению, меня перевели в другое отделение. Извините». Последовал ответ. Михаил жил. Надо же жить. На автомате ел, пил, дышал. Смог заработать денег, занимался торговлей. Через 5 лет после того, как не стало Марины, женился. И все мечтал, как жена Олеся родит ему малыша. Он назовет его Сашенькой.
круг замкнется. А потом, как приговор, не будет у нее детей. Олеся со страхом смотрела на него. Молодой, успешный. Он с легкостью найдет ту, которая родит ему хоть троих, а она, больная, не нужна будет. Подошел, обнял, посадил на колени, стал укачивать, словно ребенка. «Успокойся, не терзай себя, все хорошо будет», только и шептал. А сам смотрел далеко-далеко, будто сквозь нее. Вот и наказание. Его не было рядом, когда Сашенька родился. Не уберег его. Теперь детей не будет. Что ж делать? Смириться надо. Марина, Марина, простишь ли ты меня когда-нибудь за то, что снова попытался любить, жить, иметь детей? Не вышло. И не поймет никогда Олеся, что нет в нем любви больше, только тень. А Олесе завидовали подружки. Муж красавец, с деньгами. Она детей не может иметь и не бросает, пылинки сдувает. Так и жил Михаил, пока не та записка и встреча. Маргариту Петровну узнал с трудом. Постарела она сильно. И жила, судя по всему, уже не так хорошо. Годы притупили боль, он ее простил. Все же мама Марины. И с порога стал говорить, что готов помогать, если что надо. Лекарства, санаторий. Она смотрела на него, не мигая. В глазах все та же ненависть. «Помочь хочешь? Деньги мне хочешь сунуть свои?» Разбогател голодранец. Прошипела. «Да зачем же вы так? Я же от души. Мне не жаль. Может, хватит уже? Не чужие люди друг другу. Во имя Марины», — начал он. Но она перебила, затряслась вся. «Даже имени не произноси. Женился, забыл дочку-то мою. Так и знала. Проходимец, голытьба». «Я не забыл. Каждый день помню и люблю. Зря вы так. Помощь понадобится, знаете, где меня найти». Повернулся, чтобы уйти, и услышал. «А ведь он жив, твой сын, жив». Злая, мстительная, хочет больно сделать, просто так говорит. Надо уходить. Промелькнуло в голове. Но душа рванулась, встрепетнулась. И вот он уже возле нее. Умоляет, просит. А она смеется. Никого не пожалела. Даже родного внука. Как же так? Что делают люди? Ненависть выходит из берегов и топит все живое и любимое. Где он? Скажите, умоляю. Я бы только посмотрел, хотя бы издалека, что он счастлив, что с ним все хорошо. Есть ли в вас хоть что-то человеческое? Умолял Михаил. Не сказала, только смеялась безумным смехом. Тогда он и решил, что умом повредилась, и специально все придумала. Впервые решился на разговор с женой, рассказал ей все, про Марину, сына. Олеся вначале молчала, а потом выпалила. «Надо искать мальчика, Миша, вдруг она не врет, надо искать». Мне кажется, специально это, чтобы меня еще помучить. Ну какая нормальная бабушка избавится от родного внука? Не верю я. Он сидел, бессильно уронив голову. А если правда? Только вот зачем это делать? Не понимаю. Откликнулась Олеся. Она отомстила. 20 лет я не знал, что сын жив, что его отдали в чужие руки. У него пальчик особенный. Найду, если что. Вот подлая. И Михаил решительно поднялся. Только поиски ничего не дали. Прошло еще 15 лет. Он платил деньги, пытался найти участников тех событий. Ездил по детдомам. Ничего. Понял, что снова обманули.
А потом раздался тревожный звонок, и он снова поехал к ней. В беспамятстве была уже мать Марины, его не узнавала, несколько раз приезжал и уже не спрашивал ничего, просто стоял рядом. Надо прощать даже тех, кто ненавидел тебя всю жизнь. Открыла глаза, он протянул руку, сжала ее и выдохнула. Он здесь, Саша. Вот и все. И можно жить дальше. Бабка заговаривалась уже. Нет Марины, нет сына, нет ее. А ему надо продолжать жить ради жены, ради того, чтобы когда-нибудь, не в этом мире, так в следующем, встретить своего родного мальчика, обнять его. «Узнать бы только тебя, сынок», — прошептал Михаил и вышел. В тот день его друг на дачу пригласил, попросил принести дров. Зашел в сарай. Темно. Пока шарил в поисках выключателя, задел о гвоздь палец. «В больницу надо, Миш, давай довезу». В коридоре большая очередь, но шустрая старушка, увидев, как он красные бинты на вытянутой руке держит, вмиг постановила вперед пропустить. Остальные не возражали. «Хирург очень хороший, мы к нему загодя занимаем. Есть другие, а едем к этому. Врач от Бога, золотые руки», — прошептала старушка. Михаил не боялся. Что ему какой-то палец? Смешно. Сроду в больнице-то не был, даже с насморком. Здоровье у него на зависть всем. Вошел в кабинет. Молодой мужчина, стоящий у окна, приветливо улыбнулся. Подошел. Взял перчатки и стал надевать их. Михаил горько засмеялся. Нет, так не бывает. Просто не бывает в нашей земной, жестокой порой жизни. Здесь, рядом с ним, столько лет. «Вам плохо? Потерпите немного. Сейчас поможем». Доктор стал осматривать руку. И вдруг тоже замер. Поднял на него глаза. У него были глаза матери, Марины. «Здравствуй, Сашенька. Здравствуй, сынок», только и смог сказать Михаил. «Надо же, а я все думал, откуда палец такой? Необычный, особенный, звездочка эта, как у вас», произнес Саша спустя несколько часов, выслушав сбивчивый рассказ отца. «Что ж мне этот гвоздь не встретился 15 лет назад? Сколько времени потерял! А ты всегда был рядом, тут, в нашем городе». Михаил все держал сына за руку, словно боялся, что тот растает в воздухе. Выяснилось, что воспитывали Сашу друзья Маргариты Петровны. Их дочки и внучки тоже при родах не стало. Что не родной, рассказали совсем недавно. И Маргарита Петровна частенько бывала у них в гостях. Раньше просто сидела и наблюдала за ним. А потом вдруг изменилась. Стала приносить подарки, часто брать мальчика на прогулку. Только кем приходится ему, так и не рассказала. Да, не смогла бабушка тебя, как меня, ненавидеть, хоть и пыталась. Выходит, было в ней что-то человеческое. Усмехнулся Михаил. Олеся, как обычно, ждала мужа у окна и вдруг увидела, как он идет с кем-то вдвоем. Засуетилась. «Мог бы предупредить, что гости. Я бы побольше всего приготовила. Пирог хоть на скорую руку сделать», — сказала сама себе. Открылась дверь. Молодой мужчина рядом с мужем кого-то ей очень сильно напоминал. А Мишу своего она не узнавала. Сколько живет, никогда не видела у него таких глаз,
счастливых, сияющих. Неужели прошлое отпустило, не мучает больше? Еще раз посмотрела на его спутника и вдруг поняла. Он улыбается так же и смотрит так же, хотя глаза другие, а вот взгляд, привычка скидывать бровь, ямочка на щеке — это отцовская. «Милая, познакомься, это Саша, мой сын», — с гордостью проговорил Михаил. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.